Мы же не травоядные, надо мясо есть. А вы напишите, а кто вы? Как вы думаете? Вот есть разные разряды животных на нашей планете. Есть разная пища для них. Для всех пища приготовлена. Ну, я имею в виду, приготовлена природой. Не приготовлена термически на сковородке, а приготовлена природой пищу, которую эти животные могут есть без каких-либо изменений этой пищи. И только человек придумал кучу различных цепочек, там, приготовления, обработка, консервация и так далее, хранение 2 года, и чтобы потом это съесть. Нет единого мнения, потому что вы читаете интернет. Вы не читаете спецлитературу. Науку, которую изучает человека, есть такая этология. Например, психоэндокринологию, как работает гормональная система. Кто считает, что вы хищники, вы когда видите кошечку или собачку раненую, из которой течет кровь, или другого человека, у которого течет кровь, вы какие чувства испытываете в вашей душе и в мыслях? Какие у вас возникают чувства? У вас возникают чувства жалости, и вы хотите помочь, вы хотите спасти птичку, вы хотите спасти там ежика, если вы увидите, он поранен, и так далее. Вы не хотите его сожрать. У хищников на вид крови выделяется слюна и запускаются пищеварительные ферменты. Мы психологически не хищники. У нас есть 4 типа: плотоядные животные, которые едят плоть, львы, кошачьи, в общем, все. У нас есть всеядные животные, это курицы, свиньи, ежи. Ну, вы же не похожи на курицу, свинью, ежа. Логически, да, подумать, на кого мы похожи. Мы не травоядные. На самом деле, есть определенная группа, да, это плодоядные. И человек относится к разряду приматов, человекообразных обезьян. Просто откройте энциклопедию и посмотрите. Вам это кто-нибудь рассказывал в школе, что человек относится к разряду приматов, к отряду гоминиды? Я не говорю, что мы произошли от обезьян. Я считаю, что мы отдельный вид на этой планете. Но они максимально близки к нам. На 99% генетический код схожен, чтобы вы понимали. Шимпанзе, гориллы и другие человекообразные обезьяны находятся в нашем семействе, и они наши ближайшие сородичи. Мы плодоядные. Но очень важный момент. У нас есть всеядная опция. У других животных нету всеядной опции. Они, например, могут какую-то другую пищу поесть, и им станет плохо. А мы можем с вами поесть всеядную какую-то еду и, в принципе, выживать на ней. Но у нас есть пища, которая преимущественно предназначена для питания, а есть пища, которая предназначена для выживания. И вот наши клетки, когда мы питаемся только пищей для выживания, они начинают страдать, они выживают, они не процветают. Один простой тест на нашу плодоядность. Посадите ребенка перед столом с едой и поставьте там фрукты, много фруктов цветных, и посадите кроличка рядом с ним и дайте нож или курицу. Что он сделает? Зайчика погладит, курочку выпустит, а банан съест психологически, потому что система адаптирована под это.